Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже спаянным тандемом. В пустошах иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Здорово, мужики. Вы того. Извиняйте. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо, у самолета. То-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Да, гнездо. Большой группой идти надо. Чистить. Так что, отменяется вылазка? Позже пойдем. Надо людей набрать. Значит, будем мужиков ждать? Да, скоро подойдут и погоним тварей. Вы это, мужики, молодцы в общем. Они нас и здесь найдут. Найдут. А тогда все пропало. У меня по новым меркам 2 сантиметров не хватает. Не найдут, не истери. Ушли чисто, погони нет. И вообще, подумаешь, 2 сантиметра. Тебе хорошо говорить. Тебе 2 тьфу. Записался в армию и образцовый ариец. А иждивенцев и за меньшее вешают. Ох, и надоели мне твои истерики. Надо было и вправду в армию записываться, а не с тобой бежать. Ждем ответа. Начальника уже плешь проели. Ну что поделаешь? Так может вы, пока там решают, нас пустите? Не, не пойдет. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Ну хоть детишек. А родителей тут оставить? Нет уж, лучше подождите все. А первую группу же пустили? Да куда их пустили? Сидят на запасном пути. Вас хоть на платформе оставить решили. Есть где размяться. Понятно. Значит так, вопрос с нашим размещением решают. Пока сказали ждать. А как же дети? Им же отдохнуть надо. Сколько нам здесь ждать? Да, сколько можно? Я больше не могу. Я в туалет хочу. Так, сказали ждать, значит ждать. Сколько нужно? Как же так? Столько лет жили, а теперь мы уроды? Как же так? Сколько раз такое уже было? Но почему? Почему именно мы? Каждый раз мерки все строже. Вот и наш черед пришел. Или ты думала, мы всех соседей пересидим? Нет, там скоро один фюрер останется. Как же мы жить теперь будем? Да уж найдем как. По крайней мере, череп каждый день мерить точно не станем. Ой, плохо мне. Воздуха не хватает. Отдышись, успокойся. Все хорошо. Все уже хорошо. Начальник сейчас занят, подождите. А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь Революции, наша, красная. От нее до полиса 2 шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать и хорошо вам отдохнуть. Ну вы же понимаете, мы не можем ждать бесконечно. А я что могу? Я ничего не решаю. А кто решает? Что, так трудно нас или принять, или отправить дальше? Решает руководство. Мы уже послали запрос, подождите. Какой еще запрос? Вы же независимая станция, вы же здесь руководство. Какой надо запрос? На красную линию. Вы понимаете, о чем я? А, вот оно что. Вот кто тут главный. Именно так. И в ваших же интересах... Погодите, давайте-ка мы потише.
Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько может. Что, молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? В этом подземелье каждый нашел себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, торгаши — все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Никому. Все мы дышим трухой большого. Эта станция перенаселена призраками оперы. И что? Есть тут место лучшему критику сгинувшей страны? Черта с два. А почему? Никто не любит правды. Я говорю, вы позорите имя Большого театра. А они мне, теперь Большой — это мы. Им не нужны критики. Им не нужно искусство. Им нужны только бабки. А эти несчастные, которые едут со всего метро в Большой театр, не понимают даже, как их обманывают. Искусство, молодой человек. Говорят, это удел сытых. Но нужно оно и голодным. Когда думаешь о возвышенном, голодные спазмы немного отпускают. Правда, никакого искусства уже 20 лет как нет. Поэтому проблема голода актуальна для меня как никогда. Подайте еще один патрончик, а? Спасибо. Значит, есть еще люди в этом мире. Мерзко мне. Мерзко. Сидим мы здесь. Светло, тепло, выпивка, а кругом радиация, разруха, смерть и война. И что? Да именно из-за разрухи и смерти театральная и нужна. Не будь тут театра, так только в петлю лезть от безнадеги. И во время чумы, значит? И когда ждать гости с косой? А хоть сейчас. Вот только выпьем по одной. Да, друг, выпьем. Семеновна! Ухлёстывал один за тут у тебя мной. аж дымки Из-за текут. мерщиков. Неужто Губы новенькое чего шахтеры. сообразила? Рассказывал, чего мерки меняют по расовой теории. Обострение расовой борьбы. А так, чтобы от лишних ртов избавляться. Как дам сейчас по балде. Устояла перед шухерфюрером-то этим. Устоишь тут. Я-то отшила его. Через 3 дня вызывает. Синяк замазал, что я поставила. Говорит, мол, муж твой по новым меркам мутант. Там же как меряют? Чуть туда, чуть сюда. Вот он моего в мутанты вывел. И такой, мол, давай, выноси ему приговор. Пару Я, часов как? радости. А он сама, мол, знаешь. А если не согласна, то веселится ему. Ну и куда ты денешься? А чего ты сбежала тогда, раз так? А потому что все же. Через 3 дня снова мы его взяли. Он не выдержал, говорят. Давай шуметь, мол, перемиряли же, все нормально. Один возьми, да и скажи им, это из-за бабы твоей. Мой бросился на него, ну... Все. Понятно. Не найдет он тебя здесь? Не полезет сюда. Коммуняки рядом. А мне все равно петлю теперь. Не проходите мимо. Купите билетики на предстоящую феерию. Прости, Кать. Прости. Что? Костя, что случилось? Витя погиб. Как? Мы уже обратно шли. И тут демон. Все попадали, он даже не зацепил никого. А Витек маской на камень. Демона отогнали, смотрим, лежит Витек. Мы к нему, а он не дышит уже. Как же так? Как же так, Костя? Прости, Кать. Прости. Не уберегли. Не уберегли, Витька. Как же это? Мы хоть похоронили его там. Хорошо, место хорошее. Камней много положили. Не трогай ее, парень. Пусть выплачется. Последний билет на наше поразительное представление. Большой театр. Только сегодня вечером. Уникальная комплексная программа. Балет, дивертисмент, опера. Да, дядь Миш, покажите!
Большой театр. Ух ты, это же демон! Страшный какой, прямо как Демон, настоящий. Вон крыльями как машет. Да, нападает. Нет, это он взлетает только. Папа говорит, он только на взлете так сильно крыльями машет. А папа видел много. Правда, это демон, дядя Миша? Вообще-то... Ладно, пусть будет демон. Правда, раньше были такие птицы. Прям такие, как демоны. И злые такие же. Нет, не такие. Красивые, сильные, но меньше демонов. И людей не трогали. Да и другие птицы тоже были. Да. Лучше вы мне скажите, кто это, с таким длинным носом. Может, упырь? Только уж больно нос большой. Серый, твой папка про таких не рассказывал? Нет. А он и в библиотеке был, и даже в парке. Про медведей рассказывал. А про упырей с такими носами нет. Дядя Миш, это кто? Это слон. Вы же видели их в той Слон? книжке. Я думал, упырь такой. А слоны страшные были. Может, упыри из них вышли? Слоны были очень большие, но просто так никого не трогали. Только если их разозлить. Но уж если разозлятся, то могли и растоптать. Точно! Упыри от них! Это ж мамки ихние здоровенные так нападают. Папа говорит, если разбежится, точно затопчет. Надо отпрыгнуть в сторону, а так она и своих топчет. Спешите оказаться Может, в и от числе них. счастливчиков, В зоопарке-то которым слоны выпадет были. честь присутствовать Правда, на нашем измельчали они великолепном как-то, если в упырей превратились. А вот это, что за птица? Это лебедь! Вон шея какая длинная! Я знаю, она и в книге была. И еще у мамы картинка большая с циферками есть, такой птицей. На стене висит, вот. Правильно, лебедь. А вы, ребята, чего молчали? Вы же тоже видели и книгу, и календарь у тети Томы. Да я все думал, что это мутант такой. Я тоже. Вроде похоже на книгу, но в книге же они все не живые. А этот во как шевелится. Ребята, ну постарайтесь представить, что есть еще... Хотя... Ладно, а это кто? Вот это точно жука-паук. Вон как у него жвалы торчат. Или это он лапы поднял? Нет, это коза. Точно как на картинке. Они у нее ядовитые рога. Она ими хватает. И Света тоже боится. Мама говорит, что рогами коза бодается. Я ее боюсь. Коза страшнее пауков. Они хоть Света боятся. Знаешь, Катя, это и вправду коза. Только она не страшная совсем. И бодаться просто так не станет. И вообще, это очень полезное животное. Молоко у них очень вкусное было. Дядя Миша, а чего вы все таких сложных показываете? Их только Катька знает. Покажите, чтобы и мы ответили. А то нечестно. Да, дядя Миш, покажите. Ну ладно. Уж это-то вы точно знаете. Ну, кто первый? Я! Это точно Кикимора! Вон как пастью щелкает. Как прыгнет Точно, из норы. Серый. Это ясно видно. Эх, ребята. Простите, плохо я показываю совсем. Не могу. Раньше-то хорошо умел, а теперь совсем разучился. Простите, дайте передохнуть. А позже я еще попробую. Только вспомню, как же их... Как их показать, чтобы вы узнали. А у меня папа сталкер, он мне тоже куклу принесет. А у меня летчик. Он мне 100 штук привезет. А когда? Мне завтра обещал принести. Когда вернется. Если я буду себя хорошо вести. Так мама говорит. Так это, наверное, не скоро. Тогда побежали к Наташке. С ее куклой поиграем. Побежали. А что я могла ей сказать? Не знаю. Но, может, правду? А кому она нужна? Правда. И жизнь такая, с такой правдой. От него же хоронить нечего было, ребята рассказали. Прощения просили, что не уберегли. Прости. Как вы теперь-то? Не знаю. Не знаю я. Ничего теперь не знаю. Спешите оказаться в числе счастливчиков, которым выпадет честь присутствовать на нашем великолепном шоу. Не проходите мимо. Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить? На неделю хоть деньги еще остались?
Да какие тут деньги? Спустил все подчистую. Все копил. Кончилась жизнь. Да и черт с ней, хоть гульнул напоследок. Это ты хватил. Зажигательные Может, мы еще из гранаты! подручных до сталкеров Не дай дорастем? врагу замерзнуть! Может, ухо будет. Ладно, я угощаю. У меня дня на 3 осталось. Своей безопасности. Защитите себя и своих близких. Это ты перебрал. Лучшее останавливающее действие. Лучшее средство заставить врага попотеть. Ну, если понадобится что, самого сразу ко мне. обороняющегося. Покупайте оружие. Метательные ножи. Тихо, надежно, смертельно. Гранаты! Доступно и всерьез! Патроны и все остальное! Лучшие цены! Патроны! Покупка, обмен, продажа! Счастливо тебе, парень. Патроны и другие боеприпасы! Покупка, обмен, Бери, не пожалеешь. Вставляет как надо. Что-то боязно мне. Запрещено же везде. Я лучше пойду выпью. Запрещено. Боязно ему. Один раз живем. Это ж театральное. Если не здесь, то где? Не хочешь, как хочешь. Через полчаса прибежишь, уже не будет. Разбирают мигом. Да погодите вы, дайте подумать. Думай быстрее. Вон еще приезжий стоит. Если ты не возьмешь, он точно уцепится. Все, беру, по рукам. Патроны! Покупка, обмен, продажа! Ха, спасибо, парень. Если бы не ты, я бы этого жмота ни в жизнь не раскрутил. А если сам хочешь купить, подходи к вечеру. Будет новый пакован. Покупайте оружие. Парень, специально для тебя сделаю скидку. Приходи к вечеру. Отопыришься в лучшем виде. Как же так можно? Целый день стоять. Ничего подобного. Мужчина подтвердит, я тут давно стоял. С утра, мне уже который раз билеты. Да хватит там собачиться. Сидячий ты. Хоть проходы продай. Все, Артем, договорился. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. За такие разговоры сейчас схлопочешь. От тебя, что ли? Это не тебя на медне жена сковородкой гоняла? Ты еще на перроне прямо. Куда? А билеты? Да-да, конечно, проходите. Ладно, Станиславский. Ты, если хочешь, посмотри тут. Я тебя у гримерки подожду. Маэстро Канкан! Большого театра еще не видела.
несравненно, несравненно! Не знаю даже, как теперь остальным артистам производить впечатление на публику. Впрочем, думаю, они справятся. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Этот человек презрел опасность, бросил вызов природе, ухватил бога нового мира за бороду и в очередной раз доказал, что человек – венец творения. Поприветствуем нашего великого дрессировщика Леонида Бурова с его ручным ужасом нашего города. Але! Ап! Але! Ап! Але! Ап! Я кому сказал? Але! Ап! Ах ты скотина тупая! Але! Ап! Ты куда? А ну назад! Куда, скотина тупая? Убью! Да, номер определенно удался. Очередная убедительнейшая победа человеческого гения над мутантами. Кстати, о мутантах. Даже до нашей станции дошли слухи о новых мутантах на ВДНХ. Черных, страшных. Пули их не брала. А кто их видел, все с ума сходили. Но даже эти исчадия ада оказались человечеству по плечу. Ребята с ВДНХ поняли, что заваривали чай не из тех грибов. После возвращения к традиционной рецептуре новых мутантов как рукой сняло. Блестящий триумф! Поздравим ВДНХ! А наша программа продолжается! Настало время внести в наше шоу лирическую нотку. Позвольте представить вам гения камерной музыки, самородка и талантище, несравненного баяниста дядю Колю Пожарного с произведением «Мое сердце рвется к небу, но, как всегда, бьется о потолок и падает на дно бутылки». Аплодисменты! Спасибо, спасибо, дядя Коля! Струны моей души никогда не будут звучать, как прежде. Слишком сильно ваша музыка коснулась их. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Сегодня мне выпала честь представить на суд уважаемой публики самый зажигательный и искрометный номер по обе стороны Атлантики. Самое жаркое и знойное действо современности. Наше огненное шоу. Встречаем, господа!
Это было поразительно, просто поразительно! Свою степень поражения я оцениваю минимум как вторую, а то и третью. Еще немного, и я бы начал обугливаться. Спасибо, друзья. Однако вынужден признать, что девушки все же зажгли жарче. Ребята, надо что-то думать. Даже не знаю. Может, огнемет попробуете? Ну, а у нас все еще есть чем вас порадовать, дорогие зрители. Итак, на сцене виртуоз арпеджио, бог легато и демон тремоло, любимый ученик Владимира Манилова и Мела Бэя, величайший гитарист современности Виктор Минчук со своими фантазиями на заданную тему. Встречаем! Как говорится, еще немного, и сердце мое не выдержало бы радости. Ноги сани пустились бы в пляс, а душа отлетела бы... Куда там ей светит? Спасибо, Виктор. Спасибо. Уважаемая публика, я вынужден извиниться за некоторые изменения в программе. К сожалению, у нашего иллюзиониста кончились ассистентки для номера «Пилорама». Однако, у нас есть более чем достойная замена. Внимание! Рождение новой легенды нашей музыки. На сцене дуэт Минчук и Пожарный. С инструментальным экспромтом «Мы патриоты». Поприветствуем виртуозов! Да, это определенно музыкальное открытие столетия. Ошеломительно, просто ошеломительно. У меня до сих пор звенит в правом ухе. Это были виртуозы подземной Москвы, экспромт-дуэт Минчук и Пожарный. Итак, дорогие зрители, настал грустный миг. С прискорбием я вынужден сообщить, что наша программа подошла к концу. Надеюсь, она понравилась вам так же, как мы наслаждались вашим обществом. Спасибо, друзья! Приходите к нам еще! Маэстро, сыграйте нам что-нибудь прочувствованное на прощание. Что, Артем, приобщился к искусству? Ладно, пошли, театрал. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну как можно, Леночка? Работа просто заела. На днях ждите. Жанка, дай пудру. Фиг тебе. Свои есть, ей пудрись. Это разве пудра? А чего тебе твой не дарит? А он у нее того, экономный, во. Зато хозяйственный. За таким не пропадешь. О,
Ой, так и выходи за него. А он не зовет, экономит. Дура! Мы просто проверяем чувства. Ага, а пока он тебе пудры с потолка наскреб. А у тебя и такого нет. В баре снимаешься. Зато деньги есть, а тебе и в баре ничего не светит. Ой, девочки, не увлекайтесь. Нам на выход скоро. Я вот с ней вообще никуда не пойду. Пойдешь, пойдешь. Тебя ж больше никуда не возьмут. В цирк только. Да и тот уехал. Ах ты суп! А ну быстро прекратили. Вы еще подеритесь тут. А лучше на сцене. Ладно, все. И ничего не ладно. Мне что, Петровне сказать? Не надо. Ну вот и сиди, крайся. Выход скоро. Беженцы опять. Одни беженцы. Что творится? А что творится? Война опять. Небось опять коммуняки с рейхом воевать собрались. Когда им гадам надоест только. Да сколько же можно? Только и знают, что воевать. Нет, чтобы зверье перебить. Они друг на друга патроны тратят. А им дозверять, фу. Нас тут всех сожрут, они не почешутся. Вот моего носачи слопали, и что? И ничего. Наплевать всем. А зачем тогда жить вообще? Зачем детей растить? Когда их, если не зверье, так свои же убьют обязательно. Да не нужны никому, ни мы, ни дети наши. Скорее бы уже кончилось это все. Хоть как. Вот что я тебе скажу, Артем. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Прошу, 2 фирменных, специально для вас из старого запаса. О, Настаивалось это полгода. дело! Давай, Артем, вздрогнем. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, и плохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давай, Артем. Так вот, ну да, у нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство. Давайте. О чем это? Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в 2 счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки, и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и помру. Так что давай, за порядок. Давай, Артем, давай! До дна, до дна! Ну вот и хорошо. Не серчай, Артем. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетер, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор! Слушаюсь! С возвращением, товарищ майор! Вольно!